Друзья, приветствую вас, это утренний обзор. Давайте рассмотрим, какие события произошли и что ждать, каких движений сегодня на рынке. Давайте начнем с календарика событий. Итак, данные, которые вышли сегодня уже по Китаю. Это касается индекса потребительских цен и цен производителя. Они указывают на наличие позитивной динамики в экономике Китая. Ну, если абстрагироваться от возможных, скажем так, раскорреляций с тем, что происходит на самом деле, потому что чем сложнее контролируется орган, который предоставляет эти данные, чем меньше гласности, демократии, ну это такие заезженные термины, но тем не менее, то есть если общество оно закрыто, то данные могут абсолютно любые здесь происходить. Ну и на текущий момент у нас то, что касается глобальной статистики, до 16:30, когда выходит базовый индекс потребительских цен по США, предполагается будет затишье. Ну а дальше достаточно энергично. Сначала базовый индекс, потом запасы сырой нефти, ну и потом идет статистика, которая на роль играет, но она не столь существенна. То, что касается российского рынка, сегодня по Алросе, по МАЭКу, по Лукойлу, по Евразу, Аэрофлоту. И сегодня начинаются торги Fix Price. Если переходить к новостям глобально, которые в мире произошли в Соединенных Штатах, опять проблема с хакерами возникла. Хакеры взломали камеры слежения. Ну, в общем-то, это издержки любых систем видеонаблюдения, которые подключены к сети интернет в той или иной степени. Азиатский рынок сегодня отскакивает на фоне отскока по NASDAQ, который вчера произошел. Но опять же, как бы состояние Маска сказочно выросло на фоне отскока Теслы. Правда, отдельные американские аналитики сравнивают этот отскок с тем, что было в осенью 2008 года. На мой взгляд, не очень удачное сравнение, потому что тогда рынок падал, а сейчас он находится на хаях. Ну и с моей точки зрения, вот если никаких негативных моментов черных лебедей не произойдет, то если будет продолжаться подкачка денежных средств, они волей или неволей будут поступать и купироваться, собираться на фондовом и деривативном рынке. Соответственно, это будет хорошим подспорьем служить. Опять же, это если не произойдет никакого события, которое все это нарушит и обвалит. А в апреле такое может быть. Вот. Далее. Предполагая, что NASDAQ, американские индексы и так далее зависают в текущем положении за счет притока денежных средств, предположим, даже никакого черного лебедя ни в апреле ничего не будет. Как долго это продлится? Но смотрите, если мы предполагаем, что никаких внезапно негативных событий не происходит и рынки удержатся на хаях, то, как мы с вами видим, объем торговли, объем производства, он не соответствует 2019 году. Накачка денежных средств с учетом того, что нет адекватного обеспечения товарами и услугами, приведет к инфляционному и потом гиперинфляционному пузырю. И, соответственно, рано или поздно все это дело, оно так или иначе лопнет и откатится. Как долго это может продолжаться? Я вот вчера в телеграм-канале публиковал график, я его нашел, по поводу того, как ФРС начнет ужесточать политику по процентным ставкам. И даже если предположить, что этот год мы обойдем без кризиса, то есть действительно будет полноценный отскок, рост, то так или иначе где-то к середине или к осени 2022 года мы все равно столкнемся с тем, что начнут подкручивать денежную массу. И вот здесь вот вполне может, если мы благополучно без черных лебедей и инфляционных шоков проходим 2021 год, то уже где-то начиная с середины 2022 года могут возникнуть проблемы. Так, друзья, ну это все лирика, давайте перейдем к графикам. Baltic Dry, стоимость морского фрахта, показывает очень позитивную динамику, то есть здесь кризисом и не пахнет, но опять же, вот этот индекс это из серии сырья, то есть это себестоимость товаров, услуг. Если он показывает положительную динамику, это значит есть спрос на грузоперевозки, но если он как в 2008 году улетает в космос, это означает, что будут расти издержки и все это приведет к коллапсу. Пока все находится в благообразном диапазоне,
И, соответственно, то есть с одной стороны внизу у нас маячит 1400-1450, вот это значение, пробой которого указывает на негативную тенденцию. Сверху у нас 2050-2100. Если его пробиваем и там закрепляемся, это будет означать то, что издержки становятся достаточно большие, связанные с грузоперевозками. Опять же, это тоже негатив. Так, друзья, далее Китай, дневной таймфрейм, CSI 300. Ну, смотрите, здесь пытается он нащупать дно. Опять же, я вот в вечернем выпуске, можете посмотреть, там я обозначил те уровни, те диапазоны, которые критичны, пробитие которых будет означать обвал китайского фондового рынка. Ну, не буду повторяться, если кому интересно, может посмотреть там в начале выпуска. Так, ну вот Nikkei, Япония сегодня тоже отскакивает, дневной таймфрейм, NASDAQ всех утащил наверх. Далее переходим к S&P 500, это SFD на фьючерс, дневной таймфрейм. Сегодня идет небольшой коррекционный откат сейчас. Но опять же, переходя на часовой таймфрейм, ничего страшного здесь не происходит. У нас есть очень сильный уровень, который опять же 3820, мы его с вами уже неоднократно рассматривали. Пока этот уровень здесь удерживается, вот это все движение, перелом, который возник, это не более чем коррекционный откат, который будет выкупаться и натягиваться на новый исторический хай. Но вот пробитие этого диапазона 3820-3800, если таковое произойдет, там уже отдельно надо будет смотреть, что происходит, какое движение и какие сделки. Пока как бы ничего страшного не произошло. Да, мы получили коррекционный откат на сегодня, но все держится в диапазоне, который пока не указывает на какой-то негатив. И на текущий момент могу так сказать, либо от тех значений, которые достигнуты, либо может быть 3840, наиболее вероятно он будет разворачиваться и отскакивать на 4000. Так, друзья, ну вот индекс доллара начинает закрепляться выше 91,5, индекс доллара очень детально рассматривали, пока та картина, которая ранее обозначена, она полностью себя подтверждает. Если мы перейдем на месячный таймфрейм, мы получаем ситуацию сейчас, которая аналогична тому, что было в начале 2018 года, и я об этом рассказывал. То есть здесь в чистом виде разворотная формация, и у этой разворотной формации конечная цель движения, если исходить из месячного таймфрейма, она находится на 98,8, где-то вот здесь вот. Опять же, переходя к дневному таймфрейму индекса доллара, у нас есть новый уровень локальный, который вот здесь возник. Этот уровень 92,5, видите, как на единичку за неделю. Вот если мы его пробиваем и закрепляемся, то рынки скорее всего опять тряханет. Так, ну вот по Виксу вчера был откат, сегодня вроде бы этот инструмент ни на TVC, ни на свой еще торговаться не начал. Ну, имеется в виду, котировка не идет. Так, друзья, ну вот по биткоину меня засыпали вопросом, что делать, что делать. Но если пузыри будут надуваться, биткоин и эфириум и ближайшие соратники, они тоже будут надуваться. Если рассматривать сегодня то, что касается внутри дня, часовой таймфрейм, у нас нарисовался по факту вот этого отката коррекционный отскок. Цель этого отскока движение на 55400. Соответственно, эта идея не сработает, если в результате отката вниз будет пробита 52700. Это котировка Bitstamp. На Binance немножко отличается, но да ладно. Так, друзья, далее нефть Brent. Берем месячный таймфрейм. Ну, вот мы сейчас зашли в такую зону, где, по идее, должна быть либо какая-то проторговка, либо возможен коррекционный откат. Вот у нас на текущий момент диапазон 71,5 сверху, и внизу нас подпирает 64,4. То есть такой вот диапазончик по месячному таймфрейму. По недельному таймфрейму, да, у нас сейчас идет откат, уже первый уровень 68 пробили, но у нас есть волшебный уровень, который 66,4. Пока этот уровень не пробит и не произошло под ним закрепление, остается возможность для консолидации и дальнейшего движения наверх. Так, ну и вот дневочки здесь пока не такие страшные, хотя разворотная формация. Кто-то здесь разглядит три черных вороны,
Возможно, три черных вороны здесь имеет место быть. Но опять же обращаю внимание, сейчас у нас ключевой уровень это 66,4, 66,2. Вот этот. Первый 68, к сожалению, пробили. Но теперь вот остается у нас резерв в виде вот этой зеленой линии. Так, часовой таймфрейм. Здесь ну, практически безоткатное движение идет вниз. И здесь на текущий момент ни одна попытка разворота, она к успеху не приводит. Вот. Но смотрите, мы сейчас подошли к вот этой области, которая начинается с 66,5, заканчивается 66,25. И если в ближайшие часы не будет пробития, ну как в ближайшие часы до выхода нефтяных запасов 16:30 или 18:30 США, то, соответственно, мы здесь удерживаемся, проторговываемся, и отсюда происходит коррекционный отскок. Цель этого отскока 1,68,2. Если у нас здесь возникает пробитие этого значения, то цель движения вполне может быстро стать в районе 65, вот сюда вот. Так, друзья, далее золото, дневной таймфрейм. Ну, все как бы отлично, вчера проторговались, правда, к сожалению, движение выше 1720 не пошло. Сейчас у нас решается вопрос, будет, не будет пробития 1700-1702. Если такого пробития не будет, то по факту консолидации в этом диапазоне, либо пробитие 1721, отсюда происходит движение, первая цель которого 1732. Вот часовой таймфрейм. Часовой таймфрейм указывает на то, что весьма вероятно на текущий момент вот эта разворотная формация по золоту, которая здесь возникла, она будет сломлена и пойдет коррекционный отскок. Цель этого отскока потестить и пробить 1718. Вот. Но если сейчас пойдет повторное движение и пробитие 1707, то отсюда весьма вероятно будет либо коротенький задерг вниз, либо слом тренда и движение вниз. И цель этого движения будет вот эта зеленая линия 1700, вот здесь диапазон 1702-1700, вот сюда вот. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Закрылись мы вот в этом диапазоне вчера, соответственно, сегодня идет, поскольку нефть на текущий момент снижается, попытка пробить вот эту границу 74,1 и, соответственно, движение по направлению 74,5 совершить. Исходя из часового таймфрейма, если у нас в ближайший час происходит закрепление выше уровня 74,1, ну, до 12 часов, то весьма вероятно мы сегодня увидим движение вверх, целью будет первый 74,4, 74,5, вот сюда, вот в этот диапазон. Если здесь закрепляется и пробивает 74,55, то следующая цель у нас тестирование значения 75. Если в ближайшее время не будет пробития 74,1, то отсюда сформируется коррекционный откат. Целью будет тестировать 73,8, вот это значение. Но на это имеет смысл ставку делать, если сейчас от сильного уровня развернется нефть, хотя бы на часовике, тогда действительно будет движение на укрепление рубля, и цель его будет находиться где-то вот здесь вот в районе 73,85, 73,8. Соответственно, если по нефти пробуждается сила и начинается отскок и рост, то у нас будет тестирование и пробой 73-75. Вот если этот диапазон пробивается, то у нас цель движения на 73-65. Пока как бы я потенциала здесь для движения вниз не усматриваю. Скорее всего, все-таки разовьется сейчас пробой, закрепление и движение на 74,5, 74,4 вот сюда. Так, друзья, далее евро-рубль. Ну, смотрите, здесь у нас повторного пробития 87, ну, точнее пробитие повторного движения, пробития 87,8 не произошло. И, соответственно, если в ближайшие часы, ну, сегодня, скажем так, до часов 3-4 не будет вот этого пробития, и по нефти, если у нас не наступает разворот, то у нас развивается движение, и первая цель этого движения на рост 88,5, вот сюда вот. Если все-таки продолжается укрепление рубля и пробой 87,8, то у нас внизу есть цель давнишняя 86,75.
Пока больше факторов указывает на то, что и по евро, и по доллару будет движение на рост валюты против рубля. Это касательно ситуации сегодня внутри дня. Так, далее фьючерс на индекс РТС. Здесь ударились в донышко 148 тысяч. Здесь вот находится очень важный уровень. Если 147 800, 147 700 не пробивается устойчиво, то мы здесь по факту до набора позиций будем отскакивать и пытаться потестить 149 и пробить. Если здесь возникает пробой, то у нас отсюда формируется цель движения на 144 700, 144 500, вот сюда, вот в этот диапазон. На текущий момент, я думаю, больше вероятность того, что будет пробитие движения, по крайней мере, либо попытка короткого задерга на это значение, либо нисходящий тренд. Так, друзья, ну все, основные инструменты. Спасибо за внимание. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.